Глава 1. О том, как из горнила невзгод рождается мастер. Сегодня расскажу вам о человеке, который доказал простую истину. Не обстоятельства делают человека, а то, как он на них реагирует. Зовут этого человека Мьямото Мусаси. И хотя прошло уже 4 столетия с его времен, его мудрость актуальна и сегодня. Знаете, в чем разница между обычным человеком и мастером? Обычный человек, когда жизнь бьет, сдается. Мастер же использует каждый удар, как урок. Мусаси родился в конце XVI века, в эпоху, когда Япония была раздираема войнами кланов. Осиротел в юности, ни тепла семьи, ни защиты рода, только ты и мир, который не спрашивает, готов ты или нет. Другой бы сломался, а он превратил каждое испытание в ступень к мастерству. Каждый поединок учил его чему-то новому, каждая потеря закаляла дух, каждый рассвет приносил новые вызовы, а каждый закат — новое понимание. Я прожил немало лет и видел многих, кто жаловался на судьбу. Вот если бы у меня были возможности, если бы родился в другой семье, если бы обстоятельства сложились иначе. А Мусаси показал, неважно, откуда ты начинаешь, важно, куда ты идешь и как используешь то, что есть. Вот что интересно. Большинство воинов того времени думали, что мастерство — это только о технике. Быстрее ударить, точнее парировать. А Мусаси понял рано. Меч без разума — просто кусок металла. Он говорил, меч может ранить, но разум может победить. Помню, в молодости я тоже думал, что в боевых искусствах главное физическая подготовка. Тренировался до изнеможения, оттачивал удары 1000 раз. Но пока не начал думать головой, не начал изучать противников, предугадывать их действия, оставался посредственностью. Мусаси посвящал часы не только тренировкам с мечом, но и развитию ума. Он изучал психологию противников, искал закономерности в их поведении, учился читать намерения по малейшим признакам. Его поединки начинались задолго до первого удара, в тот момент, когда он встречал взгляд соперника. Знаете, что самое страшное оружие? Ни меч, ни копье. Страх. И Мусаси владел этим оружием виртуозно. Он мог победить противника, даже не обнажая меча. Как? Своей репутацией, своим присутствием, своим спокойствием. Представьте, перед вами стоит человек, который не проиграл ни одного из 60 поединков. Он смотрит на вас с абсолютным спокойствием, будто уже знает исход боя. Ваши руки начинают дрожать, дыхание сбивается, мысли путаются. А он даже меча не вынул и уже победил. В разуме. Это и есть настоящее мастерство. Не грубая сила, а тонкое понимание человеческой природы. Не агрессия, а стратегия. Мусаси учил, настоящий бой ведется в голове, а меч — лишь продолжение мысли. В конце жизни Мусаси удалился в пещеру и написал книгу «Книга 5 колец». Это не просто учебник по фехтованию, друзья мои. Это философия жизни, закодированная в образах 5 элементов — земли, воды, огня, ветра и пустоты. Земля — это фундамент, основы, на которых строится все остальное. Без прочного основания любое здание рухнет. Вода — текучесть и адаптивность, умение меняться, не теряя сути. Огонь — страсть и драйв, которые двигают нас вперед. Ветер — понимание других, изучение конкурентов и среды. И пустота — самое глубокое. Состояние, когда исчезает думание и остается только чистое действие. Эта книга не только о бое. Она о том, как прокладывать свой путь в жизни, балансируя между основами и гибкостью, между техникой и интуицией. И знаете что? Спустя 4 века ее читают не только воины,
но и бизнесмены, художники, все, кто хочет понять стратегию жизни. Вот такой он был, Мусаси. Не просто мечник, мыслитель, стратег, философ, человек, который доказал, можно родиться ни с чем и стать легендой. Нужна лишь готовность учиться у каждого испытания и никогда не останавливаться в развитии. Глава 2. О двух мечах и искусстве быть на шаг впереди. Продолжим нашу беседу, друзья. Сегодня поговорим о том, что делало Мусаси не просто хорошим воином, а гением стратегии. Его умение ломать правила и видеть то, что другие не замечали. В эпоху, когда все самураи бились одним мечом, Мусаси вышел на поединок с двумя. Представляете реакцию? «Что за показуха?» — думали соперники. «Какое неуважение к традициям!» — возмущались ортодоксы. А он просто нашел преимущество там, где другие видели только традицию. Его техника Нитэн-Итерю, школа двух небес, была не просто дерзостью. Это была продуманная стратегия. Один меч защищает, другой атакует. Движения синхронизированы так точно, что защита перетекает в нападение без паузы. Попробуйте-ка это сделать. Нужны годы тренировок, чтобы два клинка двигались как один. Но дело не только в технике. Психологический эффект был огромен. Видишь перед собой противника с двумя мечами и сразу в голове: как это вообще возможно? Пока думаешь, уже проиграл. Мусаси это понимал. Я всю жизнь учился у него этому принципу. Не бойся нарушать правила, если видишь лучший путь. Традиции важны, но слепое исследование им — это тюрьма. Настоящий мастер знает, когда следовать канонам, а когда изобретать новые. Помните, в книге «Пяти колец» есть раздел о воде? Там Мусаси учит главному — будь текучим. Вода не борется с препятствиями, она обтекает их. Вода не имеет формы, она принимает форму сосуда, но при этом вода камень точит. Каждый противник привносил новый стиль, новую технику, и Мусаси с его острой наблюдательностью анализировал все, что сработало, что нет, почему этот прием эффективен, как его можно улучшить. Он не был зациклен на одном методе, он постоянно развивался, впитывая лучшее и отбрасывая ненужное. Знаете, в современном мире эта способность адаптироваться стала еще важнее. Мир меняется с бешеной скоростью. То, что работало вчера, сегодня уже устарело. Кто не умеет меняться, проигрывает. А кто, как Мусаси, принимает перемены и учится у них, тот всегда на шаг впереди. Перед самой смертью Мусаси написал еще один текст — «Доккодо. Путь одиночества. 21 принцип для жизни». Короткие, как удары меча, но каждый глубокий, как океан. Не иди против пути. Не ищи удовольствия ради себя. Не жалей себя и других. Не будь зависим от вещей. Простые слова, правда? Но попробуйте им следовать. Это требует железной дисциплины и постоянной работы над собой. Я держу эти принципы перед глазами уже много лет, и каждый раз, перечитывая их, нахожу новый смысл. Потому что мудрость Мусаси не набор правил, а живая философия. Она растет вместе с тобой, открывая новые грани по мере твоего развития. Конечно, у Мусаси были критики. Многие считали его методы нечестными. Опаздывать на поединок, чтобы вывести противника из равновесия — это не по-самурайски. Использовать психологические трюки — это обман. Но знаете что? Мусаси играл не в благородство, он играл на победу. И в этом его урок для нас. Жизнь не спрашивает, честно ли тебе досталось поражение. Она просто дает результат. Либо ты победил, либо нет. И лучше побеждать нечестно, чем проигрывать благородно. Другие говорили, что его учение слишком жесткое для современного мира. Может быть. Но суть остается. Стратегия, адаптивность, постоянное обучение — эти принципы вечны. Меняется только контекст их применения. Так что запомните, друзья, путь Мусаси — это путь постоянного совершенствования, готовности нарушать правила ради победы и умения видеть на несколько ходов. В его времена сражались мечами,
В наши идеями и стратегиями, но принципы те же. Глава 3. О наследии, которое переживает века. Ну вот и подошли мы к завершению нашей беседы о великом Мусаси. Но закончить не значит поставить точку. Потому что его наследие живет и сегодня, спустя 400 лет после его смерти. Знаете, что удивительно? Мусаси умер в 1645 году, но его книгу «Пяти колец» сегодня изучают в бизнес-школах, читают топ-менеджеры корпораций, по ней строят маркетинговые стратегии. Потому что принципы стратегии универсальны. Раньше сражения велись на песчаных берегах, сегодня в переговорных комнатах. Раньше противник был с мечом, сегодня с презентацией и контрактом. Но суть та же. Нужно понимать своего оппонента, предугадывать его ходы, находить слабые места, действовать в нужный момент. Я видел, как предприниматели применяют принцип пустоты. Действуют интуитивно, без долгих раздумий, когда ситуация требует мгновенного решения. Видел, как переговорщики используют принцип воды. Гибко адаптируются к меняющимся условиям, не ломая себя, но и не сдаваясь. Вот чему учит Мусаси больше всего – не бояться трудностей. Он вырос сиротой в разоренной войной стране и стал величайшим мечником. Он встречал противников сильнее себя и находил способы их побеждать, и создал философию, актуальную через века. Каждое препятствие он превращал в ступень, каждый вызов – в урок, каждое поражение, а они у него тоже были, не думайте, в повод для анализа и улучшения. Сегодняшний мир кажется хаотичным и непредсказуемым. Все меняется так быстро, что не успеваешь адаптироваться. Но разве во времена Мусаси было проще? Война кланов, голод, болезни, постоянная угроза смерти. И что? Он не жаловался, а действовал. Учился, развивался, побеждал. Главный урок Мусаси – побеждает не самый сильный, а самый умный. Не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто лучше ими распоряжается. Не тот, кто быстрее, а тот, кто точнее выбирает момент. Вся его жизнь – доказательство силы отточенного разума. Он мог победить, не вынимая меч. Он мог предугадать действия противника за несколько ходов. Он видел закономерности там, где другие видели хаос. И это доступно каждому из нас. Не нужно быть самураем, чтобы применять стратегическое мышление. Нужно просто начать. Наблюдать внимательнее, думать глубже, учиться постоянно. Мусаси до последних дней своих учился. В 60 лет, когда большинство уже почивает на лаврах, он сидел в пещере и писал свою главную книгу. Обобщал опыт, систематизировал знания, искал новые грани понимания. Вот что значит настоящее мастерство. Не достижение какой-то точки, а постоянное движение вперед. Не «я стал мастером», а «я продолжаю становиться мастером каждый день». Друзья мои, мы живем в эпоху, когда информации больше, чем когда-либо. Возможностей учиться море. И при этом многие останавливаются в развитии в 20-30 лет. «Я уже все знаю», — думают они. А Мусаси учился до самой смерти. Так что же оставил нам Миямото Мусаси? Не просто книги и легенды. Он оставил образ мышления, стратегического, адаптивного, постоянно развивающегося. Он показал, что можно превзойти всех остальных не силой, а умом, не агрессией, а стратегией, не везением, а подготовкой. Его путь от осиротевшего мальчика до величайшего стратега Японии доказывает, обстоятельства не определяют судьбу, а определяет то, как ты реагируешь на них и чему учишься из них. Можно родиться в нищете и стать легендой, можно потерять все и обрести мастерство.
Все зависит не от точки старта, а от направления движения. Понимаете, в чем главная сила Мусаси? Не в его технике меча, хотя она была непревзойденной, не в его физической силе, хотя он провел более 60 поединков. Его сила в способности видеть глубже поверхности, думать дальше очевидного, учиться у каждого момента жизни. Мы живем в другое время. Нет больше самураев с мечами, нет поединков насмерть на берегах рек. Но разве изменилась суть? Сегодня мы сражаемся с другими противниками, с неопределенностью, с конкуренцией, с собственными страхами и слабостями. И принципы Мусаси работают здесь так же безупречно, как работали на поле боя 400 лет назад. Применяйте его мудрость в своей жизни. Будьте наблюдательны, замечайте то, что упускают другие, адаптируйтесь. Мир меняется, и жесткость ломается, а гибкость побеждает. Думайте на несколько шагов вперед, не только о том, что делать сейчас, но и о том, к чему это приведет. Учитесь постоянно. С того самого дня, как перестаешь учиться, начинается деградация. И помните главное, настоящая битва всегда происходит в разуме, а все остальное лишь продолжение мысли. Мусаси говорил: «Победи себя, и победишь 1000 врагов, потому что самый опасный противник – это ты сам в моменты слабости, сомнений, страха. Победи его, и весь мир откроется». Я прожил немало лет, изучая путь Мусаси, и скажу вам честно, чем глубже погружаешься в его учение, тем больше находишь. Это не застывшая догма, это живая философия, которая растет вместе с тобой. В 20 лет ты читаешь Горин Нашо и видишь одно, в 40 – совсем другое, в 60 открываются новые пласты смысла. Вот такой он был, Мусаси, и таким остался в веках, учителем для всех, кто стремится к мастерству. Не к совершенству прийти невозможно, а к мастерству, постоянному движению в его сторону, день за днем, шаг за шагом. Если эти беседы отозвались в вашем сердце, если почувствовали что-то свое в словах старого самурая, заходите еще. Здесь, на канале «Философия странника», мы регулярно говорим о мудрости великих, о стоиках и даосах, о самураях и философах, о тех, кто понял нечто важное о жизни и оставил это знание нам. Подписывайтесь, если хотите продолжить этот путь вместе. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые беседы. Не из тщеславия прошу, просто так легче не потерять друг друга в этом шумном мире. Оттачивайте свой разум, как Мусаси оттачивал меч, ищите стратегию там, где другие видят хаос, и пусть разум ваш будет острее любого клинка. Путь воина не кончается никогда. Он продолжается в каждом, кто выбирает идти им.